Кафе в Санта-Монике гудело от разговоров и звона чашек, пока внезапно легкий шум не сменился неприятным смехом. У углового столика сидела молодая девушка с костылем у стула и бандажом на ноге. Она пила кофе и листала книгу, стараясь не замечать троих подростков, подошедших слишком близко. Их громкие насмешки эхом раздавались по залу. Один, посмелее других, толкнул ее под нос, и еда рассыпалась по полу. Все кафе замерло. Люди переглянулись, но никто не вмешался. Девушка опустила голову, пытаясь скрыть обиду. В этот момент дверь открылась, и в помещение вошел мужчина, высокий, крепкий, в потертой куртке с эмблемой морской пехоты США. Его лицо было суровым, а глаза — холодными. Это был Джон Миллер, отец девушки. Он подошел к столу, поднял поднос и аккуратно поставил его обратно, коснувшись плеча дочери. Та не произнесла ни слова, но в глазах блеснули слезы. Смех хулиганов стих. Один из них пробормотал: «Расслабься, дед, мы просто пошутили». Но Джон не отвечал. Он выпрямился, и его присутствие словно заполнило весь зал. Молчание стало почти осязаемым. Мужчина закатал рукав, обнажив старую татуировку корпуса морской пехоты. Шрамы и выцветшие линии говорили больше любых слов. «Я видел, как мужчины теряли жизнь, защищая чужих детей», — произнес он тихо. «А вы смеетесь над теми, кто и так учится держаться на ногах». Подростки замерли. Один попытался ухмыльнуться, но в его взгляде уже не было уверенности. Когда он двинулся к девушке, рука Джона мгновенно перехватила его запястье. Движение было точным и без усилия, но сила непоколебимой. «Никогда больше», — тихо сказал он. «Не к ней, не к кому-то вроде нее». Кафе погрузилось в гробовую тишину. Несколько секунд никто не дышал. Затем из глубины зала послышались хлопки, сначала одинокие, потом все громче. Люди начали аплодировать. Кто-то помог собрать еду, кто-то положил руку девушке на плечо, улыбнувшись с уважением. Хулиганы, побледнев, поспешно вышли. Их место заняло чувство стыда, которое заполнило воздух. Джон присел рядом с дочерью, его голос стал мягче. «Раньше я не успел тебя защитить, но больше такого не допущу». Она обняла его, прижимаясь к груди. За окном шумел океан, а в кафе, где недавно царил смех и жестокость, теперь витала тишина, тишина, в которой рождалось уважение. Того дня никто не забыл. Люди говорили потом, иногда сила не в кулаках, а в том, чтобы встать рядом, когда другие молчат.